нахожусь в международном аэропорту города Анталии в Турции. И сегодня начинается новая страничка в моем кругосветном путешествии. Я отправляюсь в неизведанную для меня и таинственную страну Иран. Мой полет предполагает пересадку в аэропорту Эрдаля Алиева в Баку. Поэтому Азербайджан я посещу транзитом. Please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. Друзья мои, я добрался до столицы Азербайджана, Баку. Сейчас нахожусь в транзитной зоне. И по прилету, наверное, полчаса затер с пограничниками. Очень приветливые, отзывчивые люди. Спросили, кто что, рассказал им про канал. Уже подписались и смотрят. Народу в транзитной зоне почти нет. Тихо, спокойно. Правда, ждать мне мой следующий самолет в Тегеран порядка 6-7 часов, вылет в 11 вечера только. Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев – один из 6 международных аэропортов, обслуживающих Азербайджан. Ранее носил название Международный аэропорт Бина по названию пригорода Баку. Переименован в 2004 году в честь общенационального лидера Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана. Аэропорт отвечает всем требованиям международных стандартов. Благодаря своему весьма благоприятному географическому расположению аэропорт Баку стал аэропортом номер 1 в регионе для транзитных рейсов между Востоком и Западом, Севером и Югом. Наверное, именно поэтому мой маршрут из Турции в Иран был проложен именно через Баку. Аэропорт современный и очень красивый, а наличие спальных капсул делает ожидание своего рейса не таким утомительным. Вот и что-то очень новое для меня. В аэропорту Эльдара Алиева в Азербайджане располагаются спальные капсулы, причем совершенно бесплатные. Пожалуй, немного расстроило то, что персонал аэропорта, а именно представительницы прекрасного пола, почему-то старательно избегали попадания в кадр и демонстративно отворачивались при наведении камеры. Время почти 12, и объявили посадку на мой второй рейс из Баку в Тегеран.
Наконец-то посадка на второй самолет. Меня уже вообще рубит. Сутки не сплю уже. Садился в самолет неизвестной мне конструкции. Судя по документажке, это Embraer 190 какой-то. Непонятно, что за зверь. Надеюсь, он летает. Что ж, вот я и прибыл в аэропорт Тегерана. В Тегеране я устроился по каучсерфингу у совершенно классного парня, которого зовут Пеймен. Первый день в Иране я решил посвятить одному из главных символов Тегерана – башне Азади. Для этого я воспользовался метро, которое отлично кондиционируется, и на каждой станции есть бесплатные источники воды, что особенно радует и экономит бюджет кругосветчика. В метро установлены поилки, и можно набрать себе водички. Это как нигде кстати, потому что температура на улице сейчас 37 градусов. Я приехал в самый жаркий сезон. Hello? One ticket, please. Метро состоит из нескольких радиальных веток, помеченных разными цветами и имеющих переходы между собой. А направление движения определяется по последней станции на текущей ветке. В поездах есть отдельные вагоны для женщин, отмеченные специальным знаком. Однако многие из них предпочитают ездить вместе с мужчинами. А вот с цензурой в метро все в полном порядке, и ко мне несколько раз подходили с просьбой убрать камеру. Этот же запрет распространяется и на автовокзалы. Перед башней Азади стоит скульптура селфи-чувака. Но я селфи делать не буду. Салам, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас из Исламской Республики Иран. Я нахожусь у башни Азади, или башни Свободы, которая является главным символом столицы Ирана Тегеран. Ее еще называют воротами в город, так как она располагается на главной дороге, и ее первыми видят туристы, прилетающие в международный аэропорт Мерхабад. Башня Азади была построена в 1971 году на площади Азади в честь годовщины Персидской империи, которой на тот момент исполнилось 2500 лет. Архитектор Хосейн Аманат, приглашенный для строительства этой башни, известен как автор немалого числа шедевров в стиле классической персидской архитектуры. А все расходы по этому дорогостоящему проекту взяли на себя крупные предприниматели Ирана. Изначально это великолепное сооружение носило имя «Башня памяти царей»,
Шахият Ариат Амихер. Но после окончания революции в 1979 году, имевшая огромное значение для страны, получила свое нынешнее название. Башня Азади достигает почти 50 метров в высоту и сложена из 8000 белых мраморных блоков, доставленных специально для этого из области Исфахан. В помещении башни находится культурно-археологический комплекс, экспозиция которого рассказывает об истории иранской нации, а также конференц-зал, библиотека и кинотеатр. На вершине башни располагается смотровая площадка, на которую можно подняться на специальном лифте. Когда на город опускаются сумерки, башню, фонтаны и саму площадь Азади подсвечивают тысячи разноцветных огней. Второй день в Тегеране, по совету моего хоста, я посвятил прогулке по мосту Табиат и окружающим его паркам. Мост Табиат, или мост природы, является первым исключительно пешеходным мостом в Иране, соединяющим друг с другом парк воды и огня и парк Джан Гале Тале Гани. Мост открыт в 2014 году и возведен в точке, где сходятся все главные артерии Тегерана. Мост Табиат, аналогов которого не существует на Ближнем Востоке, считается самым большим мостом, по которому организовано пешеходное движение. Его площадь составляет 7000 квадратных метров. Мост как бы парит на высоте 40 метров над землей и обладает исключительными характеристиками. Считается одной из туристических достопримечательностей Тегерана и новым символом столицы. Мост Табиат и два парка, которые он соединяет, являются отличным местом для прогулки и отдыха как для туристов, так и для местных жителей. При проектировании моста были использованы традиции архитектуры строительства иранских мостов, например, моста Хаджи. Как единая конструкция, мост полностью вписывается и гармонирует с окружающей средой и природой. Аналогичные мосты построены в национальных парках в таких странах, как Франция, Канада, Голландия, Бельгия, Малайзия и Австралия. Главным архитектором моста является иранская девушка Лейла Арагиан, закончившая Тегеранский университет имени Шахида Бахешти по специальности архитектура и строительство. Интересно, что на авторитетном конкурсе городской архитектуры, премии архитектуры Architectors Awards, который в 2015 году был проведен в Нью-Йорке, из 300 самых выдающихся сооружений мира, выбранных на конкурсе, этот мост вошел в первую пятерку лучших. Вообще, Тегеран запомнился мне как очень зеленый город, со множеством парков, цветников и фонтанов. В городе много мест, в которых однозначно стоит побывать, чтобы проникнуться иранским колоритом. Наверное, я не увидел и десятой доли того, чего мог бы. Но, увы, время моего пребывания в Иране ограничено, а еще нужно побывать в других, не менее интересных городах. Однако, даже за это короткое время Тегеран смог подарить мне двух хороших друзей – Паймана и Масуда. Ну что ж, путешествие по Ирану начинается нестандартно, и вместо традиционного посещения достопримечательной столицы я отправляюсь на горный трекинг. Дело в том, что друг моего хоста, Масуд, предложил мне совершить восхождение на близлежащую гору. Предложение я, конечно же, принял, потому что как же горы, да без меня. Так, ну вот наша компания подросла, к нам присоединилась еще две девушки.
и 2 парня. Ну что ж, посмотрим, что это будет за мини-приключение. This is his best mountain teams. Я тут нашел себе шерпа и шел почти всю дорогу налегке. Масад несет мой рюкзак. На самом деле это шутка. Он просто мне искренне помогает. И когда я пытаюсь у него забрать рюкзак, он мне его не отдает. Ну вот, чтобы не быть халявщиком, я забрал рюкзаки у девушек. На привале ребята меня угостили национальным иранским напитком, называется турх. Похоже на газированное кислое молоко. We are late.
добрались до контрольной точки. Приют на горе. Наверное, поднялись на километр, ну, примерно. Best team, how are you? Да, cheers. Best friends. My best friends. Лучший мой друг. Доброе утро. Сейчас 5 часов утра, и мы продолжаем свое восхождение на гору. Сегодняшняя ночевка была возле горного приюта, рядом с водопадом и с хорошим видом на Тегеран. Поступили новые водные данные по горе. На земле друг Масуда сказал, что высота горы 2000 метров. Ну, либо он ошибся, либо я неправильно его понял. Но сейчас мне назвали правильные параметры, и на той точке, на которой мы находимся сейчас, высота составляет 300. Это похоже на правду, потому что лежит снег, а снег лежит выше 3000. А вершина у горы будет на 4000 метров. Так что это вполне приличная горка.
нахожусь в каком-то высокогорном приюте. Вроде бы здесь погиб альпинист, и его отец построил этот приют в память о нем. Но это не точно. My friend, what do you packet? Secret plant? Yes. This plant eat for Superman? Собака тоже совершает восхождение, маленько притомилась, и у нее привал. Гуляю по снежку на высоте почти 4000 метров. Последние дни в Тегеране стоит лютая жара, 37 градусов. Снежок после нее вообще айс. Заметно похолодало, и мне выдали куртофан. И до вершины остается всего несколько метров. Все, последние метры. Ну все, вершина 4 метра, 4000 метров. Весь мир на ладони. Я счастлив и нем. И только немного завидую тем,
другим, у которых вершина еще впереди. Конечно, у меня не весь мир на ладони, но Тегеран вполне.